В 1950-х годах на автомобильном заводе собирают линейку автомобилей модели Plymouth Fury, в том числе очень редкий экземпляр ярко-красного цвета. К сожалению, капот этой машины падает прямо на рабочего и сильно травмирует его руку. Другой рабочий хочет покурить в салоне машины, но через несколько часов начальник находит его бездыханное тело в автомобиле. Годы спустя, в 1978 году, старшеклассник Деннис приезжает на своей машине к дому своего друга, неуклюжего ботаника Арни. Друзья едут в школу, где обращают внимание на красавицу Ли. Позже Деннис ждет Арни на обед, не зная, что его друга в это время задирает хулиган Бадди. Деннис спешит в школьную мастерскую, где Бадди издевается над Арни, забрав его обед и угрожая ему ножом. Арни пытается вернуть обед, но теряет очки, а злобный Бадди давит их ногой. Хулиган смеется, но тут же получает удар от Денниса. Остальные хулиганы хотят напасть на Денниса, но в этот момент появляется один из учителей. Учитель обнаруживает перочинный нож в кармане Бадди, из-за чего хулиганы отчисляют из школы, а его друзей наказывают. По дороге домой Арни замечает красный Plymouth Fury, как в начале фильма, но старый и сломанный. Арни уговаривает друга остановиться, так как ему очень понравилась машина, и он хочет рассмотреть ее получше. Вскоре появляется Джордж Лебей, владелец машины, который говорит, что машина называется Кристина, и что она принадлежала его брату, но он погиб несколько недель назад. Поэтому старик готов продать машину всего за $250. Арни сразу соглашается, несмотря на сильное удивление друга. Вечером Арни рассказывает маме о покупке старой машины, но женщине это совсем не нравится, несмотря на то, что сын купил ее на собственные сбережения. Из-за этого Арни с Деннисом приходится перегнать машину в гараж рядом с автомастерской, где их встречает сварливый старик Уилл, который все же разрешает им оставить машину внутри. По пути домой Арни признается, что он купил Кристину, так как она так же уродлива, как и он сам, но она может стать гораздо лучше, если он починит ее. Проходят недели. Арни помогает Уиллу в гараже, а взамен тот позволяет ему взять запчасти, чтобы отремонтировать Кристину. При этом Арни не осознает, что он с каждым днем привязывается к машине все больше. В то же время Деннис спорит с друзьями, что он сможет пригласить на свидание красотку Ли. Деннис подсаживается к ней за столик, но девушка заявляет, что у нее уже назначено свидание. Расстроенный отказом, Деннис идет домой к Арни, однако друг сильно изменился. Он снял очки и стал гораздо увереннее в себе. Арни даже не хочет разговаривать с Деннисом и уходит в гараж к Кристине, несмотря на протесты матери. Женщина беспокоится за сына, так как предыдущий владелец Кристины погиб прямо в машине, надышавшись угарным газом. Узнав страшную правду, Деннис идет к Джорджу, который рассказывает, что его погибший брат тоже был одержим Кристиной, даже после того, как в ней погибли его дочь и жена. Что еще хуже, после гибели брата машина таинственным образом появилась около дома Джорджа. Деннис сильно беспокоится за друга и решает сам проверить Кристину. Но когда он тайком пробирается в гараж Уилла, в машине неожиданно самостоятельно включается радио, из-за чего ему приходится убежать. Следующим утром Деннис играет в американский футбол на стадионе. Неожиданно появляется красный Plymouth Fury, из которого выходят Арни и Ли, и начинают целоваться у всех на глазах. От увиденного Деннис едва не теряет дар речи, и его атакует игрок команды соперников. От сильного удара Деннис падает на землю и получает серьезные травмы. Через несколько дней Арни приходит в больницу к другу, у которого сломана нога и сильно повреждена шея. Деннис удивляется, что другу так быстро удалось восстановить Кристину. Арни отвечает, что он очень старался и даже заставил родителей зарегистрировать машину на свое имя, угрожая в противном случае бросить школу. Деннис понимает, что друг сильно изменился и стал гораздо злее. Вечером Арни и Ли целуются в машине, но внезапно девушка выходит наружу. Ли не нравится, что бойфренд уделяет Кристине гораздо больше внимания, чем ей. Арни считает это абсурдным и уговаривает девушку вернуться в машину, так как на улице идет дождь. Самому Арни приходится остаться снаружи, чтобы починить не вовремя сломавшиеся дворники. Ли решает немного перекусить, но в машине неожиданно включается радио, а приборная панель излучает яркий свет. Ли внезапно начинает задыхаться, подавившись куском еды, а Арни не может попасть в машину, так как все двери оказываются заблокированы. К счастью, оказавшемуся рядом мужчине удается открыть дверь машины и спасти жизнь Ли. При этом Арни начинает сильно ревновать девушку. Арни отвозят Ли домой, которая сильно злится, считая, что ее чуть не убила Кристина из-за ревности к Арни. Молодой человек считает это бредом и предлагает обсудить произошедшее на следующий день. Арни возвращается к машине, но никак не может завести ее. Тогда Арни разговаривает с Кристиной и обещает, что он не будет винить ее в случившемся. В этот момент машина наконец заводится, после чего Арни возвращает ее в гараж, а сам идет домой. Через несколько часов Бадди со своими друзьями проникают в гараж, где, вооружившись кувалдами, уничтожают машину.
а один из хулиганов ножом рвет сиденье и ломает радио. На следующий день Арни и Ли мирятся и вместе идут в гараж, чтобы забрать бумажник парня из салона Кристины. Увидев сломанную машину, Арни теряет дар речи. Ли пытается его успокоить, но бойфренд не может сдержать свой гнев и заставляет ее уйти. За ужином Арни рассказывает родителям о случившемся. Они успокаивают сына и обещают купить ему новую машину. Однако это еще сильнее бесит Арни, который уверен, что в произошедшем виноваты родители, ведь это они не позволили ему поставить Кристину в гараж около дома. Отец пытается заставить сына извиниться перед мамой, но Арни налетает на отца и едва не лишает его жизни. Арни возвращается в гараж, собираясь полностью восстановить Кристину. Однако машина чудесным образом сама начинает восстанавливаться, невероятно удивив этим Арни. Ночью Мучи, один из друзей Бадди, идет домой, когда прямо перед ним появляется Кристина. Хулиган уверен, что Арни сидит за рулем и, чувствуя угрозу, пытается извиниться перед ним. У Кристины неожиданно включаются фары, и она гонится за Мучи. Хулиган петляет по темным улицам, стараясь уйти от погони, но Кристина упорно преследует Мучи, пока он не оказывается в тупике. Хулиган достает нож и выкрикивает угрозы. Но Кристина не останавливается, каким-то образом втискивается в узкий переулок и давит насмерть Мучи. На следующее утро Арни рассказывает Деннису, что случилось с Мучи. Деннису кажется это очень подозрительным, а еще более странным то, что Кристина полностью восстановилась после того, как ее уничтожили хулиганы. Однако Арни просто пожимает плечами и уходит. Снаружи к Арни подходит детектив Дженкинс, который ведет дело об убийстве Мучи. Арни говорит, что ничего об этом не знает, но детектив не верит парню, так как Ли рассказала ему о том, как Кристина была восстановлена каким-то невероятным образом. Этот разговор не нравится Арни, и он уходит. Позже Арни звонит Ли и просит ее встретиться. Девушка отказывается, что сильно злит Арни. Бадди со своим другом Доном покупают выпивку в магазине и уезжают. Вскоре двое замечают, что их преследует какая-то машина. Из-за включенных фар Бадди не сразу понимает, что это Кристина. Раздраженный Бадди на большой скорости пытается уйти от преследования и вскоре приезжает к автозаправочной станции, где работает его друг Ричи. Бадди хватает железную палку, готовясь к драке, когда внезапно появляется Кристина и на большой скорости врезается прямо в машину хулигана. Бадди думает, что Арни находится за рулем Кристины и собирается избить его. Тем временем Кристина снова разгоняется и сильно таранит машину хулигана, при этом раздавив о стену оказавшегося рядом Дона. Из-за аварии происходит пожар и мощный взрыв, в котором погибает Ричи. Испуганный Бадди пытается убежать, но Кристина быстро догоняет хулигана и давит его, оставив на дороге только бездыханное тело, охваченное пламенем. Через некоторое время Уилл видит, как к гаражу подъезжает окутанная дымом Кристина. Зная, что Арни не должен сейчас находиться за рулем, старик на всякий случай хватает дробовик и с трудом открывает дверь Кристины, так как она еще очень горячая. Уилл не понимает, что происходит, и садится в машину, чтобы это выяснить. Тогда Кристина резко закрывает дверь и убивает старика, раздавив его сиденьем о приборную панель. На следующий день Арни приходит в гараж, где встречает детектива Дженкинса и несколько полицейских. Детектив рассказывает, что внутри Кристины нашли тело Уилла с дробовиком в руках, а Арни говорит, что он не знает, что здесь произошло. Ли приходит к Деннису, уверенная, что Кристина каким-то образом контролирует Арни, который ведет себя очень странно и даже жестоко. Деннис удивляется словам девушки, но приходит к выводу, что Кристину нужно уничтожить. Деннис идет к Арни, который предлагает вместе прокатиться на машине. Однако по дороге Арни значительно превышает скорость и даже убирает руки с руля. Испуганный Деннис просит друга одуматься, но это злит Арни, который заявляет, что ничто и никто не встанет на пути у него и Кристины. Арни выезжает на встречную полосу и едва не сталкивается с другой машиной. Видя, что его друг на грани безумия, на следующий день Деннис выцарапывает на кузове Кристины надпись с просьбой встретиться с Арни этим вечером. Когда Арни не приходит, Деннис вместе с Ли садятся в бульдозер и едут в гараж. Когда приедет Кристина, Ли должна будет закрыть ворота, после чего Деннис раздавит адскую машину бульдозером. Однако двое не догадываются, что Кристина все это время пряталась в дальнем углу гаража. Кристина пытается раздавить девушку, но Ли успевает ухватиться за свисающую шину. Кристина вновь атакует, но Деннис успевает защитить девушку с помощью ковша бульдозера. Оказывается, Арни сидит за рулем адской машины, разум которого теперь находится под ее полным контролем. Кристина быстро восстанавливается после очередного столкновения, а Деннис никак не может завести заглохший бульдозер. Кристина гонится за Ли, которая лишь чудом уворачивается от обезумевшей машины. После очередного столкновения Арни вылетает через лобовое стекло.
Ли хочет помочь бойфренду, но он оказывается смертельно ранен острыми осколками стекла, вонзившимися в его тело. Арни пытается с нежностью погладить Кристину и умирает прямо на глазах у Ли. Кристина снова гонится за девушкой, но врезается в стол. В это время Деннису удается завести бульдозер, и он таранит адскую машину. Кристина отчаянно сопротивляется, но Деннису и Ли наконец удается раздавить дьявольскую машину. На следующий день Деннис и Ли встречаются с детективом Дженкинсом на автомобильной свалке. Там они видят Кристину, спрессованную в металлолом. Кажется, что все кончено, когда внезапно начинает играть песня, которая звучала по радио Кристины перед каждым убийством. К счастью, это оказывается всего лишь работник свалки со своей стереосистемой. Ли заявляет, что ненавидит эту музыку, а когда она, Деннис и детектив уходят, спрессованная Кристина начинает медленно разгибаться, показывая, что адская машина все еще жива.